Весна 45-го года. Западный фронт. Союзники движутся вглубь Германии. Разгромленные немецкие войска, несмотря на приказы Гитлера обороняться любой ценой и даже контратаковать, панически отступают. Немецкие саперы взрывают мосты на Рейне один за другим, надеясь хоть так замедлить наступление союзников. Но командная цепочка нарушена, повсюду хаос и паника. Офицеры, командующие обороной железнодорожного моста Людендорф в городке Ремаген, не понимают, что им делать – взрывать мост или защищать его. 7 марта к Ремагену подъезжает разведывательный дозор армии США. И с изумлением видят, что мост все еще цел. Американцы и не надеялись на такую удачу. Это был последний невзорванный мост через Рейн. Его взятие сильно упростит дальнейшее наступление. На штурм пошла 9-я рота дивизии под командованием лейтенанта Карла Тиммермана, этнического немца, выросшего в США. Обороняло мост несколько десятков гитлеровцев. Прямо в ходе боя немецкие офицеры, ответственные за подрыв моста, начали составлять соответствующий приказ в письменной форме. Все должно быть по правилам. Когда приказ был готов и написан, оказалось, что взрывное устройство не работает, где-то перебило кабель. Отправили добровольца поджечь Бигфордов шнур вручную. Но когда прогремел взрыв и осела пыль, оказалось, что мост устоял. После непродолжительного боя гарнизон моста сдался в плен, и в тот же день американцы переправили через Рейн 5 дивизий. Гитлер приказал уничтожить мост любой ценой. Еще 10 дней немцы обстреливали его снарядами тяжелых орудий, баллистическими ракетами Фау-2, его бомбили реактивные бомбардировщики «Арада». Подрывать мост даже посылали группу водолазов-взрывников, подготовленных главным диверсантом фюрера Отто Скорцени. Ничего не получилось. Ракеты Фау не попали в цель, водолазы уткнулись в расставленные американцами подводные сети. 17 марта искореженный бомбардировками мост наконец-то рухнул сам, унеся с собой жизни 28 американских солдат. Но американцы уже закрепились на другом берегу Рейна. Ремагенское чудо. Под таким названием битва за этот мост вошла в историю. Она выиграла армии США кучу времени и тысячи солдатских жизней. Теперь путь на Берлин для союзников был открыт. Предстояло решить, что делать дальше. На Восточном фронте решение было принято давно. Вся боль утрат, ненависть к врагу, жажда отмщения за нацистские зверства и усталость от войны – все это находило отражение в простом лозунге весны 1945 года. «Вперед на Берлин!» «28 марта Иосиф Сталин получил телеграмму от главнокомандующего силами союзников на Западном фронте генерала Дуайта Эйзенхауэра. В ней был описан план союзников идти не на Берлин, а в центр и на юго-восток Германии. Мои ближайшие действия нацелены на то, чтобы окружить и уничтожить врага, обороняющего Рур. По моим оценкам, эта фаза завершится в конце апреля или даже раньше. А следующая моя задача заключается в том, чтобы расчленить остатки вражеских войск совместно с вашими войсками. Прочитав телеграмму, Сталин позвонил маршалам Георгию Жукову и Ивану Коневу с приказом срочно вылететь в Москву. 1 апреля около 5 утра маршалы были на месте, в кремлевском кабинете. Здесь же были Молотов, Берия, Маленков, Микоян, Каганович и Булганин. Сталин объявил им: союзники собираются взять Берлин раньше нас, и намерения их далеко не дружественные. Он не поверил ни слову в телеграмме Эйзенхауэра. Союзники, считал Сталин, хотят его обхитрить и дезинформируют, планируя обойти Красную армию и взять Берлин. А значит, придется действовать на опережение. Причины для недоверия у Сталина были. Войска союзников еще зимой начали готовиться к захвату немецкой столицы. По плану, первая союзническая воздушно-десантная армия должна была высадиться в ключевых аэропортах Берлина – Ураниенбурге, Гатове и Темпельхофе. 82-я воздушно-десантная дивизия США уже отрабатывала тактику высадки на полигонах. Этот план
включал в себя использование 4500 самолетов и 20 тысяч парашютистов. Его воплощение стало бы самой крупной десантной операцией ВДВ в ходе Второй мировой войны. Черчилль мечтал об этом еще со времен сражения у Эль-Аламейна. Он считал, что тот, кто захватит столицу Третьего Рейха, сможет называть себя главным победителем в войне, а значит, получит возможность определять дальнейшую судьбу Европы. Британский премьер не хотел, чтобы это был Советский Союз. Я считаю чрезвычайно важным пожать руки русским как можно дальше на Востоке. Сталину стало известно о секретных приготовлениях союзников. Поэтому еще в начале марта, когда американцы захватили мост в Ремагене, он велел Жукову накапливать резервы на Одере для броска на Берлин. Теперь же Сталин решил, что пора. Он дал Жукову и Коневу лишь пару дней на разработку операции. Сталин не знал одного. Американцы не разделяли мнение Черчилля и отказались от плана захвата Берлина. А именно их слово было решающим. Общее командование войсками союзников в Европе осуществлял американский генерал Дуайт Эйзенхауэр. Эйзенхауэр считал, что британцы ставят свои политические интересы выше военных соображений, а проще говоря, выше жизней американских солдат. А этого он принять никак не мог. К тому же для Эйзенхауэра Берлин вообще не был важной военной целью. Еще с осени разведка докладывала, что немцы готовят мощные оборонительные сооружения на юге Германии, в горной местности, с вырубленными в скалах укрытиями, тоннелями и складами. Об этом же вдохновенно вещало нацистское радио. Уже после войны оказалось, что эта так называемая Альпийская крепость – миф, результат пропаганды, противоречивых данных разведок, слухов и предположений военных. Но в марте 1945 года американское командование считало, что Гитлер станет отступать именно туда, в Баварию и Северную Австрию. Эйзенхауэр планировал немцам помешать и честно написал об этом Сталину. Сталин же к такой честности не привык. Так открыто делиться с конкурентами военными планами? Он решил ответить Эйзенхауэру хитростью уже со своей стороны. Телеграфировал, что план американцев отличный, Берлин, мол, потерял свое былое стратегическое значение, и поэтому он, Сталин, пошлет на него только второстепенные войска, а сам тоже нацелится на юг Германии. Конечно же, все было наоборот. Советский главнокомандующий отправил на Берлин не второстепенные, а самые лучшие, самые подготовленные части. Красная армия стояла на Одере в каких-то 70 километрах от Берлина еще с начала февраля. На западном берегу реки, южнее Кюстрина, уже имелся плацдарм для наступления. Но тогда наступать было рано. Армия устала, резервы истощились, а линии снабжения нужно было подтянуть к новым позициям. К тому же необходимо было еще очистить от войск вермахта территорию к северу и югу, чтобы не получить болезненный контрудар. На это ушло 3 месяца. Красная армия выдавливала немцев из Восточной Пруссии, Померании и Силезии. Города в них Адольф Гитлер приказал превращать в неприступные крепости. Некоторые из них – Кёнигсберг, Пилау, Бреслау – капитулировали лишь после разрушительных и кровавых штурмов. В то же время Первый Украинский фронт под командованием Конева вышел на реку Нейсе, где тоже стал готовиться к броску на Берлин. Для проведения берлинской операции советское командование собрало колоссальные ресурсы. Никогда в истории ни одна армия не концентрировала столько военной мощи на таком небольшом участке фронта. Советские войска были на пике технического могущества. На вооружении армии имелись в больших количествах лучшие танки Второй мировой – ИС и Т-34-85, самоходки ИСУ-152, штурмовики Ил-2 и новейшие Ил-10, бомбардировщики Ту-2. Красная армия обладала подавляющим преимуществом во всех видах вооружений. Это одна из последних серий нашего сериала про Вторую мировую войну. Мы снимали его 3 года и постарались показать полную картину происходивших в те времена событий. Понимание тех событий очень важно, потому что именно из Второй мировой появился наш современный мир. И в последних сериях мы будем об этом говорить в том числе. Мы старались сделать серию антивоенных видео про войну, чтобы у посмотревших ее не появилась мысль «можем повторить», а скорее оставалась мысль «никогда больше».
По итогам серии я хочу выпустить книгу. Видимо, это будет трехтомник. Я хочу, чтобы это был такой учебник здорового человека. Чтобы текстов было, не так много, но, конечно, все-таки тексты там будут. Но основа книги — это будут иллюстрации, чтобы можно было рассматривать, чтобы интересно было и взрослым, и детям. И из этих иллюстраций и из текстов должно быть возможно объективно понять, что произошло тогда и почему. А главное — понять, что война — это ужасно, что это совсем не торжественный марш, как сейчас нам пытаются показать пропагандисты, что война — это нечто, чего нельзя допускать никогда. Тексты для книги у нас уже есть. Мы возьмем наши сценарии и переработаем в главы. Но вот иллюстрации все нужно рисовать заново, а также верстать, готовить к печати. Сделать такую книгу — дорогое удовольствие. Поэтому мы объявляем на нее фандрайзинг. По ссылке в описании страничка, куда можно отправить пожертвование на создание книги. Отправить можно любую сумму. За пожертвование от $100 мы пришлем вам книгу из первого тиража, если, конечно, в итоге сможем ее выпустить, потому что, может быть, вдруг не соберем и не сможем. За пожертвование в $1000 мы добавим ваше имя в список благодарностей в конце первого тома. Бюджет одного тома составит минимум $50 000. Но я хочу сделать дорогой и качественный материал. И кто знает, может быть, когда-нибудь это станет школьным учебником в России. Давайте вместе выпустим такую книгу. Однако в ставке Адольфа Гитлера, если и помышляли о капитуляции, то открыто никто не смел о таком высказываться. Гитлер привык считать себя баловнем судьбы и верил, что его хранят высшие силы. Верил, что его спасет какое-то неожиданное чудо. Нужно только выиграть время. В теории переломить ход сражений могло «Вундерваффе», в переводе с немецкого «чудо-оружие». Немецкая промышленность действительно начала поставлять в войска новейшие вооружения, от штурмовых винтовок и ручных гранатометов «Панцерфауст» до серийных реактивных самолетов «Арада», «Мессершмитт» и «Хенкель». По городам Англии и освобожденной союзниками Бельгии тысячами запускались крылатые ракеты Фау-1. Но Гитлер переоценил потенциал наступательного оружия. Чтобы впечатлить немцев фотографиями разрушенной британской столицы, он направил последние ресурсы на баллистические ракеты Фау-2. Им не хватало точности для ударов по вражеским войскам, но в цель размером с город попасть они могли. Но очередной разрушенный лондонский дом ничем не мог помочь немецкой армии. Не изменили ситуацию и новейшие реактивные самолеты Мессершмитт Ме-262 и Хенкель-163. Для них просто не хватало опытных пилотов и топлива, которое они поглощали в огромных количествах. Однако Гитлер надеялся не только на оружие. Долгожданным чудом могли стать разногласия союзников, усталость их народов от войны и непомерные жертвы их армии в Германии, на которые фюрер рассчитывал. Его кумиром был прусский король и полководец Фридрих II, и Гитлер часто вспоминал события 200-летней давности, Семилетнюю войну, когда Пруссия умудрилась спастись в последний момент. Тогда союз Франции, Австрии и России распался после смерти императрицы Елизаветы Петровны. Теперь же, считал Гитлер, антигитлеровская коалиция, этот противоестественный союз коммунистов и западных демократий, держится лишь волею тяжело больного президента Рузвельта. Если он умрет, она распадется. Спасительным чудом мог стать и небывалый подъем боевого духа немцев, оборонявших родную землю, как в 41-42 произошло с русскими. Воображение Гитлера, который 9 марта приказал оборонять Берлин до последнего человека и последнего патрона, Берлин должен был стать аналогом Сталинграда. Противнику нельзя давать ни минуты покоя. Он должен быть ослаблен и обескровлен в густой сети опорных пунктов, оборонительных узлов и гнезд сопротивления.
Берлин может решить исход войны. Чтобы поддерживать дисциплину, 15 апреля Гитлер потребовал: всякий солдат или офицер, отступивший без приказа, должен быть расстрелян. Берлин обороняли группа армии «Висла» и остатки группы армии «Центр». Около 850 тысяч человек при внушительном количестве бронетехники, авиации и артиллерии. Грозная сила, если не учитывать подробности. На практике немецким войскам остро не хватало горючего, снарядов. Обученные войска были в дефиците. В одну из дивизий так вообще солдаты понабрали вчерашних чиновников, которые с винтовками обращались даже хуже, чем с пишущими машинками. Войска также пополняли фолькштурмом, то есть ополчением, полевыми войсками Люфтваффе, полицейскими, охранниками концлагерей, недолеченными солдатами, срочно выписанными из лазаретов. Их иногда даже сортировали по характеру заболевания, так что получались так называемые желудочные или глухие батальоны. Командовал немецкой обороной выходец из старой прусской военной аристократии генерал Готхард Хайнрице. Он специализировался на обороне, причем у него был огромный опыт на Восточном фронте. Один из его штабных офицеров однажды сказал: «Хайнрице отступает только когда воздух превращается в свинец, и то после тщательного обдумывания». За жесткость и дерзость солдаты и офицеры называли его «Унзер Гифтсвер» — «наш крутой маленький ублюдок». Хайнрице умел с небольшими потерями удерживать фронт против превосходящих сил. Но на этот раз он понимал, что поставленная перед ним задача — не пропустить русских к Берлину — совершенно невыполнима. Он решил действовать по-своему, дать бой на наиболее выгодных позициях и не позволить Красной армии смять его войска. А затем, сохраняя порядок, отступить. Причем не в Берлин, а на запад. Спасти город от уличных боев и сдаться союзникам. Взять столицу Рейха – это не только трудная задача, но и честь, за которую советские полководцы были готовы побороться. Претендентов было трое – маршалы Жуков, Конев и Рокоссовский. Рокоссовский из этого соревнования выбыл. Сталин заменил его Жуковым на посту командующего Первым Белорусским фронтом. Рокоссовский для взятия Берлина не подходил политически. Сын дворянки, наполовину поляк, интеллигентный, слишком беспокоится о солдатских жизнях. Поэтому в берлинской операции ему отводилась вспомогательная роль – отрезать немцев в Западной Померании от Берлина. Оставались Жуков и Конев. Оба решительные и энергичные. Оба требовательные к подчиненным. Оба амбициозные. По плану первая роль отводилась Жукову. Первый Белорусский фронт под его командованием должен был разгромить немцев на Одере, после чего обойти Берлин с севера и востока и взять его. Коневу и Первому Украинскому фронту отводилась второстепенная задача – прорвать немецкую оборону на Нейсе, подойти к южным подступам Берлина и помочь окружить город. Затем войскам Конева предстояло двинуться на Эльбу и встретиться с союзниками. Однако, когда планировалась операция, Конев предложил запасной план. Если позволит обстановка и Жуков забуксует, часть войск Конева пойдет прямо до Берлина и ворвется в город. Сталин предложение принял. Для Конева это был шанс. Он давно уже чувствовал себя в тени Жукова. До самого 1943 года военная судьба была к нему неблагосклонна. Коневу доставались самые тяжелые фронты и самые горькие поражения. В 1941 году под Вязьмой, в 1942 под Оржевом. В 1943 он отличился, освободив Белгород, Харьков и сходу форсировав Днепр. Жуков к тому времени уже обрел славу спасителя Отечества, отстоявшего Москву и прорвавшего блокаду Ленинграда. Конев не хотел уступать. Сталин, конечно, об этом знал. Он считал полезным подстегивать конкуренцию. «Кто первый прорвется, — говорил он, — тот пусть и берет Берлин». Пятница, 13 апреля 1945 года. В бункере Адольфа Гитлера раздается звонок. На другом конце провода радостный Геббельс. «Мой фюрер, поздравляю вас! Рузвельт мертв!» Президент США Франклин Рузвельт скончался после долгой болезни накануне, 12 апреля.
Гитлер отреагировал на новость так же, как Геббельс. Вот оно неожиданное спасение и чудо. Недаром, мол, Гитлер считает себя наследником Фридриха. Рейх и он сам спасены. Положив трубку, Геббельс заказал себе в кабинет шампанское. В это время Красная Армия уже заканчивала подготовку к последнему грандиозному наступлению. Спустя 2 суток, в ночь на 16 апреля на берегах Одера и Нейсе стоят тысячи танков и сотни тысяч бойцов. Саперы с секциями понтонных мостов и резиновыми лодками ждут сигнала. Маршал Жуков находится на командном пункте, рядом с генералом Василием Чуйковым и Николаем Попелем. Ровно в 5 часов утра он произносит: «Пора, товарищи!» Тысячи орудий дали такой залп, какого еще не слышал Восточный фронт. Войска Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов идут вперед. На севере Кюстринского плацдарма наступают армии войска польского, сформированного в СССР в 1944 году. В центре, на острие удара, наступает 8-я гвардейская армия, которой командует герой Сталинграда генерал Чуйков. Солдаты пересекают Одер на десантных лодках и по понтонам. Некоторые, не дожидаясь лодок, лезут в воду, хватают пустые канистры или доски и добираются до другого берега вплавь. Все это под лучами 140 зенитных прожекторов, расположенных через каждые 100 метров. Придумал это маршал Жуков. Он считал, что прожекторы будут слепить немцев и ошеломят их, пока советские войска будут идти в атаку. В мемуарах Жуков вспоминал об этом как об удачном решении, но многие считали иначе. Они не слепили главные силы врага. Я скажу вам, что они на самом деле творили. Они высвечивали наши танки и пехоту для немецких артиллеристов. Но даже если бы замысел был верным, в тот день он бы не сработал. Дело в том, что слепить и обстреливать оказалось некого. Хайнрице хорошо знал тактику Красной Армии. Перед крупным наступлением, примерно за 2 дня, красноармейцы всегда предпринимали разведку боем. Так было и в этот раз. В результате Хайнрице удалось правильно рассчитать время основной атаки. За несколько часов до нее, ночью, он приказал войскам отступить с первой линии обороны на вторую. Немцы увернулись от убийственного первого удара. Поэтому утром 16 апреля первые 2-3 километра бойцы Первого Белорусского фронта преодолевают, не встречая никакого сопротивления. Жуков, получая донесение, очень радуется и приговаривает: «Хорошо, очень хорошо». Но как только красноармейцы подошли ко второй линии обороны, их встретил плотный огонь. Сильнее всего были защищены Зееловские высоты, которые укрепляли еще с начала марта. Там были траншеи для пехоты, замаскированные артиллерийские позиции, врытые в землю танки, пулеметные точки и дзоты. Болотистые подходы к высотам простреливались насквозь. Почва была начинена минами. Днем 16 апреля Жуков получает донесение. Наступающие войска залегли. Новость приводит маршала в гнев. Он приказывает возобновить атаку. Пехота опять рванулась на Зиеловские высоты и снова безрезультатно. Артиллерия противника свирепствовала, появляясь там, где мы ее абсолютно не ожидали. Один за другим вспыхивали и загорались танки, застрявшие в каналах или торфяной жиже. Во второй половине дня нервы Жукова сдали. Он решает бросить в бой танки, которые по плану должны наступать позже, уже после прорыва фронта. В 16 часов в бой идут 1-я и 2-я гвардейские танковые армии. Наступать им приходится прямо по головам своей же пехоты, создавая давку на дорогах. Часть техники застревает. По плотно сосредоточенным войскам бьет немецкая артиллерия. Красная армия несет тяжелые потери. В тот день лобовые атаки на укрепленные высоты не принесли результата. Ни пехота, ни танки не смогли прорваться. Вечером Сталин получает отчет о действиях Жукова. Он недоволен и требует соединить его с маршалом по телефону. Вы напрасно ввели в дело 1-ю гвардейскую танковую армию на участке 8-й гвардейской армии, а не там, где требовала ставка. Есть ли у вас уверенность, что завтра возьмете Зиеловский рубеж? Жуков отвечает, что есть. Но и на следующий день войска рубеж не взяли, хотя по плану должны были уже подойти к предместьям Берлина. От
Атаковать немцев с воздуха мешает пасмурная погода, а танкам сложно продвигаться из-за многочисленных в этом районе каналов. В 20 часов 30 минут Жуков отправляет телеграмму подчиненным, где жестко их критикует за то, что они топчутся перед слабым противником. Маршал требует наступать быстрее. И у спешки есть причина. Жуков начал отставать от Конева, дела у которого идут намного лучше. Армии Конева уже прорвали фронт противника на Нейсе. Остатки группы армии «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Шернера отступают. Ставка дает Коневу разрешение направить 3 армии на Берлин. Жуков, не желая упустить первенство, отдает один за одним приказы взять тот или иной узел немецкой обороны любой ценой. Велит наступать, не дожидаясь даже поддержки артиллерии. В гонке на Берлин маршал не считается с потерями. В тыл большим потоком идут раненые. Бойцов вывозят даже на собаках. Воины и сами рвутся в атаку. После 1000 километров боевого пути, после нескольких лет войны каждому хотелось вступить победителями в столицу Рейха. Они надвигаются на нас толпами, волна за волной, наплевав на свои жизни. Мы стреляем из пулеметов в упор. Стреляем, пока не закончатся боеприпасы. Потом нас просто сметают или уничтожают. Продолжалось это 3 дня. К утру 18-го войска Первого Белорусского фронта наконец прорывают второй рубеж немецкой обороны на Зиеловских высотах, и в прорыв идут танки. 19 апреля сражение за высоты наконец заканчивается. Советские части понесли здесь огромные потери. В ходе всей войны, пожалуй, немного найдется столь кровавых эпизодов. Даже в Сталинграде среднесуточные потери были вдвое меньше. По официальным советским данным, на высотах за 3 дня погибло 33 тысячи красноармейцев и 2000 солдат войска польского. Немцы потеряли убитыми около 12 тысяч человек. К утру 20 апреля части Первого Белорусского фронта стояли там, где по плану должны были оказаться еще 17-го. Вермахт выиграл Гитлеру 3 дня. В тот день фюрер в последний раз праздновал день рождения. В честь праздника берлинцам выдали дополнительный паёк. 1 фунт бекона или колбасы, полфунта риса или овсянки, немного сахара и кофе. Войска Жукова стояли всего в 30 километрах от очередей, выстроившихся за этими продуктами. Маршал все еще надеялся обогнать своего соперника Конева. Не позднее 4 часов утра 21 апреля любой ценой прорваться на окраину Берлина и немедленно донести для доклада товарищу Сталину и объявления в прессе. Приказ Жукова вновь оказался нереалистичным и не был выполнен. Несмотря на это, маршал успел стать первым. Первый механизированный корпус прорвался на северо-восточную окраину Берлина в Вайсензее 21 апреля, но только не в 4 часа утра, а в 5 часов вечера. Конев уступил Жукову совсем немного. Его войска столкнулись на подступах к городу с сильным сопротивлением немцев, и танкисты «Рыбалка» въехали на южные окраины Берлина только на следующий день, 22 апреля. Теперь советским войскам предстояло выполнить 2 задачи. Первое – уничтожение 200-тысячной группировки генерала Хайнрице, которая пытается прорваться на запад, чтобы сдаться союзникам. Сделать это сумеет лишь небольшая часть 9-й армии под командованием генерала Буссы. Остальные сложат оружие 1 мая. Вторая задача, главная – прорваться к центру Берлина. Туда направилось более 460 тысяч солдат и офицеров армии Жукова и Конева. Об этом незаслуженно редко вспоминают, но советские и немецкие солдаты сражались не в пустом, а в густонаселенном городе. К 21 апреля, когда бои начались уже в черте Берлина, в столице оставалось больше 2,5 миллионов человек. Те прятались в домах, укрывались в бомбоубежищах и подвалах. У них были ограниченные запасы воды, еды и медикаментов. Нацисты даже не подумали об эвакуации. Когда в начале апреля военные спросили об этом Геббельса, он пришел в ярость и ответил, что не намерен погружать столицу в панику.
Хотя берлинцы и так уже были напуганы до ужаса. Пропаганда рисовала им столь мрачные образы зверствующих красноармейцев, что женщины массово запасались ядами и бритвами, чтобы покончить с собой в случае необходимости. Была лишь одна очень немногочисленная группа немцев, ждавших прихода Красной Армии. То были коммунисты, скрывавшиеся от нацистов по много месяцев, а то и лет. Одна из них, бывшая депутатка Берлинского законодательного собрания Хильдегард Радуш, уже несколько месяцев пряталась на окраине Берлина. Жила она буквально в большом деревянном ящике, а еду ей приносили друзья. 18 февраля она писала в дневнике, обращаясь к Красной Армии: «Скорее, товарищи, чем быстрее вы придете сюда, тем быстрее закончится война». Фанатичных нацистов, готовых сражаться до конца и умереть в бою, было тоже немного. Эти люди уже не понимали, как жить после падения Рейха. Таких среди 2,5 миллионов немцев Берлина было, быть может, несколько тысяч. В основном же и жители, и недавно мобилизованные фолькштурмовцы хотели просто уцелеть и выжить. Нацисты успели устроить в Берлине 3 линии обороны. Внешнюю, на подступах к городу, среднюю, в основном вдоль железных дорог, и внутреннюю, вокруг центральных районов. Ее укрепили лучше всего. Первые 2 линии не представляли большой угрозы. Когда в конце марта и в начале апреля на улицах стали появляться баррикады и наспех сколоченные заграждения для танков, берлинцы шутили, что те смогут задержать русских только на 2 часа 15 минут. Причем 15 минут им понадобится, чтобы хорошенько посмеяться над этими укреплениями. Первый рубеж действительно дался Красной Армии сравнительно легко. Кое-где вовсе без сопротивления. Например, в Вайсензее. В этом районе до 1933 года проживало много коммунистов, и теперь во многих домах вывесили красные флаги. В других пригородах Гитлер-Югенд и Фольксштурм попытались дать бой, но надолго их не хватило. Первая оборонительная линия вокруг Берлина была преодолена к вечеру 23 числа. Берлинцам, жившим в прилегающих районах, повезло больше других. Они не столкнулись с разрушительными уличными боями. Тем, кто жил ближе к центру, придется намного хуже. Утром 25 апреля генерал Чуйков поднимается на наблюдательный пункт возле аэродрома Йохинсталь. Он смотрит на Берлин, где раздаются взрывы, работают бомбардировщики. Вдруг под его ногами задрожал и закачался пол. «Тысячи орудий возвестили начало штурма», — вспоминал Чуйков. В этот день 3 советских фронта сомкнули кольцо окружения вокруг немецкой столицы. Началась основная фаза штурма Берлина. Советские войска приближались к 3-му, самому серьезному рубежу обороны, внутри которого расположилась так называемая цитадель или сектор Z. Там находились правительственные здания, включая Рейхстаг и имперскую канцелярию с личным бункером Гитлера. Здесь оборонялись остатки разрозненных соединений СС и Вермахта, соединения зенитных орудий, 9 рот полка «Великая Германия», саперные и полицейские батальоны, отступившие из-под Берлина остатки 56-го танкового корпуса, а также довольно мощная 1-я зенитная дивизия. Всего около 45 тысяч солдат и эсэсовцев. Кроме этого, в городе имелось 20 батальонов фольксштурма. Это еще 40 тысяч солдат и 4 тысячи бойцов Гитлер-Югенда. Под ружье поставили пожарные бригады и полицию. В целом от 90 до 100 тысяч человек. Самым слабым звеном были, конечно, ополченцы. Офицеры вермахта прозвали эти части кастрюлями по названию традиционного блюда немецкой бедноты – рагу из остатков старого мяса и зеленых овощей. Вооружены они были чем попало. Кому-то из них выдавали «фольксгевер» – грубого вида эрзац-карабины, рассчитанные лишь на несколько перестрелок. А также ручные гранаты из бетона или даже картона, настолько в Германии не хватало металлов. Один из командиров фольксштурма, Карл Риттер фон Хальт, распустил свой батальон после первого же боя. У его людей винтовки были немецкие, а патроны итальянские, неподходящие. «Или идите домой», — сказал фон Хальт, — «или бросайтесь в русских камнями». Единственным козырем фолькштурма было противотанковое вооружение, так называемые «фауст-патроны». Это гранатометы с кумулятивным зарядом, панцерфаусты.
Их можно было использовать только один раз, но наклепали их миллионами. Попав в танк, кумулятивный заряд легко проходил через броню и убивал экипаж. За неделю боев только 2-я гвардейская танковая армия потеряла из-за фауст-патронов 100 танков. Ключевую же роль в штурме по-прежнему играла 8-я гвардейская армия Чуйкова, бывшая 62-я, та, что отстояла Сталинград. Вначале она попробовала наступать танковыми колоннами, чего в Сталинграде советские войска не могли себе позволить. Получилось плохо, как раз из-за фауст-патронов, которыми полили в танки из подвалов, из крыш, балконов и из окон. Тактику быстро поменяли. Танки стали теснее взаимодействовать с пехотой и двигаться не колонной по центру улиц, а попарно по тротуарам, прикрывая друг друга. Если где-то не удавалось быстро подавить сопротивление, подтягивались тяжелые орудия, которые прямой наводкой били по занятым врагом зданиям. За танками шли штурмовые группы, используя тактику, которую Чуйков научился в Сталинграде. Они двигались за танками, выкуривали огнеметами немцев из подвалов, зачищали комнату за комнатой, здание за зданием. Пленных строили в шеренги и отправляли в тыл. На крышах зачищенных домов вывешивали красные флаги. Затем танки, «Катюши» и пушки подкатывали к следующему кварталу, и все повторялось. Ожесточенные уличные бои. Большие жертвы среди гражданского населения. Нас теснят дальше на северо-запад. На стенах домов надписи: «Время перед восходом солнца самое темное». И мы отступаем, но победа будет за нами. Были на стенах и другие надписи. Например, «Берлин остается немецким». Продвигаясь вперед, красноармейцы писали рядом «Уже нет». В это время Министерство пропаганды распространяло по берлинскому гарнизону сообщение. Якобы стоявшие на Эльбе немецкие войска движутся в Берлин. Нужно лишь немного продержаться. Пара дней, и они будут здесь. Более того, уже, мол, ведутся переговоры с западными державами, которые не могут смотреть, как русские варвары захватывают Берлин. Удивительно, но некоторых немецких солдат эта ложь действительно воодушевляла. Нельзя капитулировать в последнюю минуту, а потом всю жизнь сожалеть, что не продержался самую малость. Нам сообщили, что американские танки находятся на пути к Берлину. Это значит, что в рейх-канцелярии убеждены в окончательной победе, как никогда прежде. Это писал человек, который уже несколько дней не спал, не ел и пил воду из грязных каналов. День за днем красноармейцы приближались к центру города. 27 апреля был очищен Потсдам. 28-го Вестенд, Штеглиц и Шарлоттенбург. Незанятыми остались всего несколько кварталов. Тиргартен и правительственные здания, а также несколько сильных узлов обороны в районе Анхальтского вокзала и Гумбольдт-Хайна. Защищались и 3 крупные башни ПВО с железобетонными стенами в 3 метра толщиной. Тяжелая артиллерия из этих башен била по советским танкам, зенитки по самолетам, а внутри каждой укрывалось по 20-30 тысяч человек. Солдаты, раненые и гражданские. Подавить эти башни не удастся до самого конца битвы и официальной капитуляции гарнизона. Красной армии пришлось их обходить. В центральных районах дома и даже целые улицы постоянно переходили то к одной стороне, то к другой. Солдаты обеих армий появлялись в тылу врага, передвигаясь по тоннелям метро или обходя неприятеля в темноте по берлинским закоулкам. Группы немцев нападали там, где их уже не ждали, например, на бригады ремонтников танков или артиллеристов. Район рейхсканцелярии обороняла боевая группа бригаденфюрера СС Вильгельма Монке из 2000 человек и остатки разрозненных частей, включая несколько десятков человек дивизии СС Шарлемань из французских, бретонских, швейцарских и других добровольцев, включая даже нескольких русских. Солдатам гарнизона по-прежнему внушали, что армии Венка и Буссе вот-вот прорвутся к столице, чтобы деблокировать ее. Гитлер и Геббельс и сами надеялись на это, сидя в бункере. Но наступать на Берлин 12-я и 9-я армии не могли. Им не хватало всего – людей, топлива, боеприпасов, бронетехники.
А то, что оставалось, они использовали уже для собственного спасения, для прорыва на запад. Приказы из рейхсканцелярии Буссе и Венг игнорировали. Поздним вечером 29 апреля Гитлер, потерявший связь с войсками, наконец признал свое поражение. В это время продолжались бои на окраинах центральных районов. На улицах повсюду валялись трупы, обломки баррикад и подбитая техника. Последняя ожесточенная битва развернулась у стен и внутри Рейхстага. При Гитлере парламент утратил всякое политическое значение, но его здание в центре Берлина по-прежнему воспринималось как символ немецкой государственности. Поэтому гонка двух маршалов не закончилась, когда войска Жукова первыми ворвались в Берлин. Рейхстаг стал новой целью обеих армий. Но и здесь Конев отстал. 28 апреля части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, то есть части Жукова, стояли уже у моста Мольтке, в нескольких сотнях метров от Рейхстага. Стояли готовые к штурму. Всем дивизиям этой армии раздали пронумерованные знамена для водружения на крыше Рейхстага. 756-му полку, которым командовал майор Неустроев, досталось знамя номер 5. Рейхстаг обороняли войска СС и батальон фольксштурма, всего около 5000 человек, включая дивизион полевой и зенитной артиллерии. Путь к зданию преграждали доты, траншеи и минное поле. Многие двери и окна Рейхстага были заложены кирпичом. Немцы смотрели на красноармейцев через амбразуры и пулеметные прицелы. Первая атака началась днем 29 апреля. Взвилась серия красных ракет, сигнал атаки. Роты с криком «Ура!» бросились вперед. Но не успели пробежать и 10 метров, как противник обрушил на нас сотни тяжелых мин и снарядов. Наше «Ура!» потонуло в грохоте. Атака захлебнулась. Утром следующего дня начинается новый штурм. Его поддерживают подтянутые ночью 200 орудий и «Катюш». Несколько спецгрупп, которые должны водрузить красный флаг, идут вперед. Бойцы преодолевают ров на середине площади. Орудия, в том числе 203-миллиметровые гаубицы, бьют по Рейхстагу прямой наводкой, прикрывая наступающих. Солдаты снова пробуют прорваться к Рейхстагу. Многие из них тут же падают. Первым до здания добегает сержант Петр Пятницкий с красным знаменем в руках. Он бежит к парадному входу. Бойцы кричат «Ура!». Сколько раз в боях смерть проходила мимо Пети. А здесь, у парадного входа в Рейхстаг, на пороге победы, Петр Николаевич Пятницкий погиб. Красный флаг подхватил сержант Щербина. Это была последняя атака батальона в этой войне. Только у самых стен Рейхстага красноармейцы оказались вне зоны поражения. Пока два батальона ведут бои в 100-150 метрах справа от Рейхстага, две роты под командованием капитана Константина Самсонова врываются внутрь и начинают очищать одно помещение за другим. Немцы отступают в подвалы и на второй этаж. К вечеру красноармейцы занимают центральный зал и вестибюль. Отдельные группы с боями движутся через коридоры и лестницы, чтобы водрузить на крыше красное знамя. Первыми на крышу сумели прорваться бойцы капитана Макова из 136-й армейской пушечной бригады. Сержанты Минин, Загитов, Лисименко и Бобров. Под обстрелом с крыш других зданий они устанавливают знамя на фасаде у парадного входа. Вскоре там же у скульптурной группы появляется и второе знамя штурмовой группы майора Бондаря. Потом еще одно уже на западном фасаде от бойцов группы лейтенанта Сорокина. Однако, как знамя победы, в историю вошел другой флаг.
Его установили на восточной стороне здания уже ночью по приказу Неустроева. Это было то самое знамя под номером 5, подготовленное неделей ранее специально для этого исторического момента и ставшее символом победы. Водрузили его разведчики 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, сержанты Михаил Егоров и Мелитон Кантария и лейтенант Алексей Берест. Они же 2 мая перенесут это знамя на купол Рейхстага. Кстати, на легендарной фотографии Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» уже совсем другой флаг и другие люди – бойцы 8-й гвардейской армии. Это знамя Халдею за одну ночь сшил знакомый портной из красных скатертей, которые ему повезло где-то раздобыть. Но это будет только спустя сутки, а пока Рейхстаг еще не взят окончательно. Утром 1 мая Неустроеву кажется, все немцы или убиты, или взяты в плен, или сумели покинуть здание. Но затем разведчики находят дверь в подземелье. 5 из них пытаются войти и немедленно погибают. Их встретил огонь пулемета и взрыв гранаты фаустпатрона. В подвалах укрывались больше 1000 человек, в основном фольксштурмисты. Сдаваться они не собирались и вскоре пошли на прорыв. На 1-м этаже начинается бой. Тогда же загораются архивы Рейхстага. Только ночью немцев удается загнать обратно в подвал. Утром 2 мая они, наконец, выходят наружу с белым флагом. Рейхстаг взят. К тому моменту, как на Рейхстаге появилось красное знамя, многие берлинцы были доведены до жуткого, полудикого состояния. Люди укрывались в бомбоубежищах и подвалах с ограниченным запасом воды, еды и медикаментов. Вскоре после начала боев люди начали голодать. Воду им приходилось добывать на улицах под обстрелами. Полицию призвали оборонять город. Преступники и мародеры без помех растаскивали все подряд на железнодорожных складах и станциях. Когда утихали обстрелы, берлинцы пытались найти хоть какой-то работающий магазин, чтобы получить по карточкам еду. С 22 апреля выдачи съестного прекратились почти везде. Жители Берлина были вынуждены брать магазины штурмом. Почти до самого конца штурма работало радио. В последнем своем радиовыступлении Геббельс уверял, что в Берлине враг будет окончательно повержен. При этом советские снаряды взрывались настолько близко к радиостудии, что послужили интересным аккомпанементом для речи рейхсфюрера. Mit allen Mitteln werde ich die Verteidigung der Reichshauptstadt aktivieren. Mein Denken und Handeln gilt eurem Wohl und der Abwehr unseres gemeinsamen Feindes. An den Mauern unserer Stadt wird und muss der Mongolensturm gebrochen werden. Unser Kampf wird das Fanal sein für den entschlossensten Kampf der ganzen Nation. Von dem fanatischen Willen erfüllt, die Hauptstadt des Reiches nicht in die Hände der Bolschewisten fallen zu lassen, sind wir solidarisch zu Kampf und Arbeit angetreten. Unser Ziel ist die Freiheit unseres Volkes und ein Reich der sozialen Gerechtigkeit in einer kommenden glücklichen Zukunft. Знаменитый пропагандист-перебежчик Уильям Джойс по прозвищу Лорд Хо-Хо, всю войну уверявший англоязычную аудиторию в неизбежности победы немецкого оружия, тоже выступил с последней своей речью. Вдребезги пьяный он сообщил о бессмертном величии немецкого духа. I say, es lebe Deutschland. Heil Hitler. Но эти радиопередачи уже мало кто слушал. Гражданские были заняты выживанием. У берлинцев в эти дни даже появилось новое приветствие. Совершенно незнакомые люди пожимали друг другу руки и говорили «бляйб убрих», то есть «желаю выжить». По мере продвижения Красной Армии жители города вынуждены были перебегать из одного подвала в другой. Тысячи берлинцев погибли во время таких вылазок от шальной пули или снаряда. Случалось, что немецкие или советские солдаты в пылу боя кидали в подвалы гранаты. Поэтому немецких солдат, которые тоже укрывались в убежищах, гражданские прогоняли или заставляли их разоружиться и переодеться.
Непростой оказалась встреча гражданских с Красной армией. Страх перед этой встречей немецкая пропаганда раздувала еще с октября 1944 года, когда советские войска взяли восточно-прусское село Немерсдорф, а спустя пару дней отступили из него. За эти пару дней в селе погибли 26 гражданских. Пропаганда подала эту историю как террор азиатских орд, устроенный еврейскими комиссарами. Sich die Soldaten und Offiziere nun in ihrem Ort den Frauen gegenüber verhalten? Man kann hier gar nicht von Soldaten und Offizieren in diesem Sinne sprechen. Man kann hier nur sprechen von bestialischen Horden. Und diese Volksgenossinnen hier auch, ja? Ja, sogar meine Mutter von 60 Jahren haben sie nicht geschont, sondern haben sie auch bestialisch vergewaltigt. Und Sie selbst auch hier? Ja, sogar meine Schwester und meine Mutter in bestialischer und tierischer Weise haben sie misshandelt. Продвижение Красной армии по Германии также сопровождалось слухами о зверствах. Газеты изображали красноармейцев как орду безжалостных насильников и убийц, которые не пощадят никого. Что на самом деле случилось в Немерсдорфе, кто погиб случайно, а кого красноармейцы убили намеренно, до сих пор неизвестно. Однако многие советские военнослужащие действительно давали волю ненависти. Все они читали статью писателя Ильи Эренбурга «Убей немца». Там прямо говорилось: если ты не убил за день хотя бы одного немца, то твой день пропал. Когда Василий Гроссман въезжал в Германию, он видел плакаты, висевшие вдоль дороги: «Трепещи от страха, фашистская Германия, пришел час расплаты». Эти слова «час расплаты» с февраля 45-го стали девизом партработников. В полках регулярно устраивали митинги, где считали, сколько родственников солдат и офицеров полка убито, сколько угнано в немецкое рабство, сколько из них потеряли дома. Предлагалось высказываться на тему «Как я буду мстить немецким захватчикам». Тот же Эренбург писал в «Красной звезде». Некоторые говорят, что немцы на Рейне лучше, чем немцы на Одере. Не знаю, стоит ли останавливаться на таких нюансах. Немцы повсюду немцы. Когда в Москве задумались, как налаживать отношения с немцами потом, после войны, Эренбурга публично одернули. 14 апреля газета «Правда» опубликовала статью «Товарищ Эренбург упрощает», в которой критиковала его за приписывание всему населению Германии вины за преступления нацистов. Но было уже поздно. Как и в Восточной Пруссии, волна насилия в отношении гражданских прокатилась и по Берлину. Это, конечно, касается не всех красноармейцев. Многие немцы были удивлены корректным поведением лучших передовых частей Красной армии. Дисциплинированные советские бойцы проверяли, нет ли солдат и оружия, и шли дальше. Ну, разве что взяв какую-то еду или часы. Но боевые и гвардейские части пошли дальше, добивать врага. Следом за ними пришли другие. Вспомогательные подразделения, тыловые службы, снабженцы, шоферы и грузчики, связисты и ремонтники. Те, кто мог уже думать не только о сражении, и ситуация изменилась. Берлинка Регина Бронш, которой в 1945 году было 11 лет, вспоминала, что в те дни чаще всего немцам приходилось слышать от советских солдат такие фразы: «Ури ист», где часы, «Ду фашист», ты фашист, «Гитлер капут», ну тут и без перевода понятно, и «Фрау ком», что значит «женщина, пойдем». Хуже всего пришлось немецким женщинам и девушкам. Говорить об этом неприятно. Это темное пятно на истории Красной армии. В конце апреля берлинка Ева Шлип несколько дней пряталась в каморке на чердаке своего дома. Советские солдаты несколько раз приходили в дом и обыскивали его, но так и не нашли девушку. Для русских мы теперь были добычей. Изнасилования, обстрелы и грабежи, а также безграничная ненависть к немцам, причинившим столько страданий русскому народу, превратили нашу жизнь в ад. Неоднократно советские солдаты и офицеры прямо заявляли немкам: немцы в России вели себя гораздо хуже. Младший сержант, телефонистка Раткина, со стыдом вспоминала, что к командиру ее батальона пришли 5 окровавленных плачущих немок, которых насиловали всю ночь. Командир сказал, что если они опознают насильников, он тут же их расстреляет. Немки отказались, не хотели крови. Вот это писала сослуживица Раткиной. Один наш солдат, как вам объяснить, у него все дома погибли. Он нервы, может, пьяный.
Чем ближе была победа, тем больше пили. Он взял автомат и бросился в немецкий дом. Разрядил обойму. Никто за ним не успел. Бежали, а в доме уже одни трупы. Дети лежат. Забрали у него автомат, связали. Он матом кроет: «Дайте, я сам застрелюсь». Его арестовали и судили. Расстрел. Я его жалела, все его жалели. Он всю войну провоевал. Эта трагическая тема по понятным причинам замалчивалась в нашей стране десятилетиями. Но все-таки об этом успели рассказать сами фронтовики. О насилии в Восточной Пруссии и в Берлине писали драматург Захар Аграненко, писатель и военный корреспондент Василий Гроссман, военный переводчик Лев Копелев, которого в итоге арестовали за пропаганду жалости к врагу. У насилия было много причин. Попустительство командования, проблемы с поддержанием дисциплины в конце войны. Особенно сложно было контролировать бывших военнопленных. Их было много в войсках Конева. Политуправление Первого Украинского фронта полагало, что военнопленные в войсках – это хорошо, ведь они горят жаждой мести. Но проявилась эта жажда не только в бою. Нельзя сказать, что командование не обращало на это никакого внимания. Военная прокуратура осудила в первые месяцы 1945 года за преступления против гражданского населения 4148 солдат и офицеров. А 20 апреля Ставка выпустила приказ об изменении отношения к немцам. В тексте было прямо сказано: обращаться с немцами лучше. Жесткое обращение с немцами вызывает у них боязнь и заставляет их упорно сопротивляться, не сдаваясь в плен. Об этом же начали говорить на политзанятиях с личным составом. Штабы армии требовали возврата к дисциплине. Но чтобы привести войска в порядок, требовалось время. Офицерам приходилось считаться с настроениями солдат. Да многие и сами были не без греха. Даже маршал Жуков, как потом оказалось, привез домой пару вагонов антикварного добра. Число жертв среди гражданского населения осталось неизвестным. Оценки в научной литературе достигают цифры в 100 тысяч человек, включая тех, кто просто не выдержал ужасов штурма, скончался от сердечного приступа или совершил самоубийство. Большинство пострадавших не были нацистами. В Берлине в свое время за Гитлера проголосовало всего 23% избирателей. Но война не разбирает политических взглядов. Помните, я упоминал Хильдегард Радуш, коммунистку, которая ждала Красную армию в деревянном ящике на окраине Берлина. Когда пришла Красная армия, она тоже стала солдатской добычей. Волна насилия в Берлине утихнет только через несколько дней после капитуляции города. Но стоит сказать и о других историях. Например, один из основателей общества «Мемориал», Рувим Подробинник, дошел от Москвы до Берлина. Вернее, доехал. Он был военным водителем. В Берлине он собрал целый альбом из уникальных фотографий. На этих живых и совершенно непостановочных снимках быт рядового Красной армии в только что захваченном Берлине. Непременные фотографии у Бранденбургских ворот и на крыше Рейхстага. Общение с союзниками. Мирные посиделки с немецкой семьей, в чьем доме он поселился. Налаживание отношений с местной кошкой. И на одном из снимков надпись «Я любуюсь Рутью». Здесь Рувим Подробинник запечатлен с Рут Эхейм, немкой, чей отец был евреем. Их бурный роман вызывал большое недовольство командиров. Еще более недовольна была мать Рувима. Рут решилась написать ей сама. Дорогая госпожа Подробинник, пожалуйста, не думайте плохо. Я очень люблю вашего сына. Мы оба очень счастливы. Я знаю, любая мама поймет все. Увы, не существовало никакой легальной возможности перевести немецкую девушку в Москву. Если бы была возможность жениться и взять ее в Россию, то я бы это без всякого сомнения сделал. В этом и гвоздь. Я вчера имел серьезный разговор с моим начальником. Возможности взять ее с собой у меня, конечно, нет и не будет. В конце 1945 года отношения были разорваны. В СССР у Рувима появилась семья, но и спустя десятилетия после войны он переписывался с Рут.
Переговоры о капитуляции Германии начались еще до того, как отгремели бои за Рейхстаг. При жизни Гитлера это было невозможно. Фюрер надеялся на чудо до последнего. Утром 29 апреля Гитлер надиктовал свое личное и политическое завещание. Своим преемником и президентом Рейха он назначил адмирала Карла Дёница, рейхсканцлером Геббельса, после чего женился на своей любовнице Еве Браун. 30 апреля, когда советские танки уже стояли в нескольких сотнях метрах от его бункера, он в последний раз пообедал, повар подал спагетти, а затем уединился с женой. Оба приняли цианистый калий, а для верности Гитлер еще и пустил пулю себе в голову. Теперь ничто не мешало немецкому командованию наконец прекратить войну. Геббельс понимал, что его вряд ли помилуют, но все-таки предпринял последнюю отчаянную попытку спастись, предложив СССР переговоры. В ночь на 1 мая, через несколько часов после самоубийства Гитлера, в штаб к Чуйкову прибыл генерал Ганс Крепс, начальник штаба немецких сухопутных сил. Он попытался начать разговор так, как будто это были переговоры двух равных противников. Крепс сказал: «Сегодня 1 мая, великий праздник для обеих наших наций». На что Чуйков ответил: «У нас сегодня великий праздник, а как там у вас, трудно сказать». Крепс от имени Геббельса просил прекращения огня, чтобы могло собраться новое немецкое правительство, то, которое успел назначить Гитлер, для переговоров о конце войны. Предложение Геббельса Чуйков отверг. Советский Союз рассматривал только один вариант – безоговорочная капитуляция Германии перед лицом всех союзников, без новых правительств и переговоров. Вернувшись в бункер ни с чем, генерал Крепс застрелился. Геббельс и его жена Магда также покончили с собой в бункере Гитлера 1 мая, заодно отравив и своих 6 детей. Теперь за судьбу города отвечал генерал Гельмут Вейдлинг, последний военный комендант Берлина. Ночью 79-я гвардейская стрелковая дивизия поймала радиограмму на русском языке. Просим прекратить огонь. В 0:50 высылаем парламентеров на Потсдамский мост. Опознавательный знак – белый флаг. Ждем ответа. Чуйков приказал прекратить огонь в месте встречи. С немецкой стороны навстречу пошел начальник штаба полковник фон Дуффин. Он передал, что генерал Вейдлинг готов капитулировать. Затем в штаб 8-й гвардейской армии явился и сам Вейдлинг. Здесь же он написал свой последний приказ войскам. 30 апреля 1945 года фюрер покончил с собой и таким образом оставил нас, присягавших ему на верность, одних. Приказываю немедленно прекратить сопротивление. Произошло это ранним утром 2 мая. В середине дня почти все солдаты и офицеры вермахта сдались в плен. Из-за проблем со связью Чуйков распорядился посадить в машину одного советского офицера и одного немецкого. Они разъезжали по городу и зачитывали приказ. Отдельные стычки еще кое-где вспыхивали, но 3 мая все было кончено. Так закончилась битва за Берлин. Советские фронты потеряли в ней 304 тысячи человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Из них погибло, по официальным данным, 78 291 человек. Согласно оценкам, которые озвучивали сами военные после войны, больше 100 тысяч. О немецких военных потерях точных данных нет. Потери одной только 9-й армии достигли 60 тысяч убитыми. Всего же, по наиболее обоснованным оценкам, с 16 апреля по 2 мая погибло не менее 92 тысяч немецких солдат и офицеров. После войны некоторые советские офицеры признавали, решение штурмовать Берлин с военной точки зрения было сомнительным. Об этом в 60-е генерал Александр Горбатов говорил участнику битвы, поэту и журналисту Александру Твардовскому. Штурмовать, вести уличные бои не было никакой необходимости. Можно было обходить его слева и справа и закрывать на запор, но для рапорта, для престижа, для историчности там было положено свыше 100 тысяч наших, не считая немцев и населения. Так или иначе, Берлин был взят.
По городу потянулись бесконечные колонны военнопленных. Радостные советские солдаты и офицеры затеяли настоящее паломничество к Рейхстагу, в залах которого отсыпался полк Неустроева. Скоро все стены Рейхстага заполнили памятные надписи. Писали их мелом или кусками угля, процарапывали штыками, стоя друг у друга на плечах. Эти надписи и сейчас сохранились в Рейхстаге. Их поместили под стекло, и на экскурсии можно их увидеть. Жителей стали привлекать на разбор завалов. Прежде всего освобождали проезжие части. Они были нужны для проезда войск и восстановления снабжения города. Ну что же, снимайте, только уже работу не брошу, буду работать. Кстати, движением на улицах управляли советские девушки-регулировщицы с винтовкой за спиной и флажками в руках. Ну что вам я могу сказать? В Берлине, в центре. Другой раз так забудешь, не вдумаешься глубоко, посмотришь. Напротив Рейхстаг, а здесь Бранденбургские ворота, которые Геббельс-то камнем, который заложил. Все равно прошли. Они так ловко исполняли свои обязанности, что вскоре прославились на весь мир. Как, например, Лидия Спивак, прозванная хозяйкой Бранденбургских ворот. Ну кто я? Простая деревенская девушка. Прошла путь через всю Украину, Крым и вот до Берлина. Другую регулировщицу, Марию Лиманскую, запечатлел фотограф Евгений Халдей. В СССР ее назвали регулировщицей Победы, а за рубежом – Бранденбургской Мадонной. Она жива до сих пор, недавно ей исполнилось 100 лет. Берлинские руины будут разбирать вплоть до 1960 года. В мае 1945-го расчисткой занимались в основном подростки и женщины, которые получили прозвище «Трюмерфрау» – «женщины развалин». Они же вместе с красноармейцами выносили из домов и подземки убитых. Позднее им станут платить деньги за их работу, но пока их заработок – хлеб. Через какое-то время населению раздадут и продовольственные карточки. Питание по ним было скудным, но голодная смерть немцам больше не грозила. Потом заработают городские службы, начнет ходить городской транспорт. Повсюду появляются доски с объявлениями, вокруг которых толпятся люди, потерявшие в хаосе сражений связь с родными. Люди начинают вспоминать, как жить в мире. Союзники еще в 1943 году договорились, война должна закончиться безоговорочной капитуляцией Третьего рейха, принятой совместно всеми лидерами антигитлеровской коалиции. Со стороны Германии признать поражение должен был преемник фюрера, гросс-адмирал Карл Дёнец, который с капитуляцией не спешил. Он велел немецким войскам сдаваться западным союзникам и тянул время, чтобы как можно больше солдат и офицеров вермахта успело убежать от Красной армии. «5 мая он отправил своего представителя, адмирала фон Фридебурга, для переговоров во французский город Реймс. Здесь находилась ставка западных союзников. Чтобы переговоры не обошлись без советской стороны, Эйзенхауэр сообщил о них командованию Красной армии, и в Реймс прибыл генерал Суслопаров. Фридебургу, как за несколько дней до этого Крепсу, сразу сообщили: ни о каких переговорах и речи быть не может, только безоговорочная капитуляция. Однако Дёнец своему послу таких полномочий не давал. Когда адмирал передал по радио, что отправят в Реймс еще одного посла, уже с другими полномочиями, американцы поняли – немцы попросту тянут время. И поставили Дёнеца перед фактом. Или подписание состоится в ближайшее время, или мы прекращаем принимать пленных. Дёнецу пришлось смириться. Стороны быстро составили акт, суть которого сводилась к 3 пунктам. Во-первых, все вооруженные силы Германии на всех фронтах прекращают всякое сопротивление в полночь 8 мая, сдаются и передают оружие и боеприпасы союзникам. Во-вторых, они не ломают и не повреждают транспортные средства и вооружение.
В-третьих, союзники имеют право на любые меры против тех частей германских вооруженных сил, которые не подчинятся этому акту. Документ подписали в 2 часа и 41 минуту ночью 7 мая в Реймсе. Свои подписи поставили начальник оперативного штаба Верховного командования Вермахта генерал-полковник Альфред Йодель, затем начальник штаба Эйзенхауэра генерал Бедель Смит, после него в качестве свидетелей генерал Иван Суслопаров и представитель Франции генерал Франсуа Севес. Суслопаров оказался в щекотливой ситуации. Разрешения подписывать какие-либо акты ему никто не давал. Ставка отправила его просто на переговоры. Однако он не мог и воздержаться от подписи, ведь тогда акт о капитуляции Германии подписан бы был без участия СССР. И сказать «подождите, подождите» тоже было нельзя. Получилось бы, что советский представитель затягивает окончание войны. Взвесив все варианты, Суслопаров выбрал меньшее из зол – превысить свои полномочия и подписать. Однако он настоял, чтобы в документ внесли оговорку. Данный акт не исключает подписание другого, окончательного акта по требованию одного из участников антигитлеровской коалиции. Эта оговорка спасла Суслопарова от гнева Сталина, который иначе наверняка бы обрушился на его голову. Реймскому акту Сталин, конечно, совсем не обрадовался. По мнению Сталина, подписывать акт должен был офицер гораздо более высокого ранга, чем Суслопаров, и, конечно, не в качестве свидетеля. И должно это произойти не в каком-то там Реймсе, а в занятой советскими войсками столице Рейха. Это подчеркнет статус СССР как главного победителя в войне. Поэтому Сталин поправкой Суслопарова воспользовался и потребовал подписать акт еще раз, уже в Берлине. Здесь. Союзники не возражали. Днем 8 мая представители Верховного командования союзников прибыли в Берлин. Встречали их советские офицеры, в том числе заместитель Жукова генерал Соколовский и комендант Берлина генерал Берзарин. Все они поехали в берлинский район Карлсхорст, в здание военно-инженерного училища. Сюда же под британским конвоем привезли немцев, фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, адмирала Фридебурга и генерал-полковника Люфтваффе Штумпфа. В 24 часа по московскому времени, по берлинскому в 22, все собрались в конференц-зале. Немцев посадили за отдельный стол. Советскую делегацию возглавлял маршал Жуков. Здесь же были британский маршал Артур Тедер, американский генерал Карл Спац и французский генерал Жан де Латер де Тассиньи. По приглашению Жукова Кейтель, Фридебург и Штумпф подписали 5 экземпляров акта. Мы, ниже подписавшиеся, действуя от имени германского верховного командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, Верховному главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному командованию союзных экспедиционных сил. Затем документ подписали союзники. Содержание его ничем не отличалось от Реймского акта. Немецкие войска прекращают сопротивление и передают в полном порядке и сохранности вооружение и технику. Церемония подписания второго окончательного акта о безоговорочной капитуляции Третьего Рейха по московскому времени завершилась 9 мая в 0 часов 43 минуты. В Берлине же и западнее до 9 мая оставалось чуть больше часа. Поэтому бывшие союзники по антигитлеровской коалиции до сих пор отмечают окончание войны с Германией в разные даты – 8 и 9 мая. Когда все закончилось, советская делегация пригласила союзников на банкет. Он затянулся почти до утра. Когда Жуков вышел на улицу подышать, он услышал гул пальбы. Вокруг, на развалинах Берлина, победу отмечали и красноармейцы. Солдаты и офицеры полили из всех стволов так, что по городу было опасно ходить. Маршал тоже достал пистолет и разрядил его в воздух. На руинах Берлина пили и пели русские, украинцы и белорусы, грузины и казахи,
Армяне и азербайджанцы, башкиры и татары, узбеки и карелы, мордва и черкесы. А днем о победе узнал весь советский народ. Диктор Юрий Левитан зачитал по радио акт о безоговорочной капитуляции Германии и поздравления Сталина. Великая Отечественная война победоносно завершена, Германия полностью разгромлена. После того, как капитуляция была наконец-то подписана, вермахт сложил оружие. Правда, весть о конце войны разные группы солдат и офицеров получили в разное время. Они были рассредоточены по огромной территории, у них не было связи, поэтому многие из них продолжали оказывать сопротивление. Даже на территории СССР, в Латвии, еще оставалась крупная группировка немецких войск, более 200 тысяч человек. В плен они сдавались частями, и растянулось это еще на несколько дней. Чтобы выловить тех, кто отказывался капитулировать, красноармейцам пришлось прочесывать леса. Отдельные отряды эсэсовцев пытались вырваться из котла даже в июне. В Чехословакии развернулась последняя стратегическая наступательная операция Великой Отечественной войны – Пражская. 5 мая в городе поднялось восстание, где вместе с чехами против немцев выступила армия русских коллаборантов генерала Власова. Вместе они освободили Прагу, взяв в плен около 500 солдат вермахта. Видимо, власовцы в последние дни войны пытались таким образом выторговать себе снисхождение СССР. Но им никто не мог ничего гарантировать, и 8 мая они покинули Прагу. А утром 9-го в город вошли армии Первого Украинского фронта, переброшенные из-под Берлина. К северу от Праги они освободили концлагерь Терезин, где еще оставались в живых 11 тысяч евреев. Так был завершен Холокост. Выбитые из Праги отряды бывших групп армий «Центр» и «Австрия» уничтожали вплоть до 19 мая. РОА во главе с генералом Власовым тоже не удалось уйти на запад. Советские войска нагнали их и взяли в плен 12 мая. А самыми последними сдались 10 солдат вермахта на Шпицбергене. Произошло это 4 сентября. Уинстон Черчилль, когда пытался уговорить Эйзенхауэра наступать на Берлин, говорил, что столица имеет для немцев огромное психологическое значение. Если ее взять, их воля к сопротивлению будет сломлена. Он был прав. Обреченная армия продолжала сопротивляться, пока функционировало гитлеровское государство. Как только центр власти был уничтожен, война для них лишилась всякого смысла. Всего через несколько дней после взятия Берлина война с Германией закончилась. Но Вторая мировая продолжилась. На Тихом океане еще сопротивлялась Япония. Мы находимся в Трептов-парке. Сам по себе этот парк возник еще в конце 19 века. А в течение первых 4 лет после Великой Отечественной войны здесь возник крупнейший за пределами СССР мемориал Красной Армии. В этой земле покоится около 7200 советских солдат и офицеров. Долгое время считалось, что где-то тут, в районе Трептов, был похоронен и старший сержант, минчанин Трифон Лукьянович. В Минске ему установлена мемориальная доска. На ней изображен советский воин с немецкой девочкой в руках. Согласно каноничной истории, описанной писателем и военным корреспондентом Борисом Полевым, 25 апреля 1945 года Лукьянович спас из-под обстрела маленькую Берлинку, но в пылу боя сам получил смертельное ранение и умер 29 апреля. Однако современные немецкие историки утверждают, что никакого Трифона Андреевича Лукьяновича в действительности никогда не было, а его судьба — это просто мистификация Полевого. Но вот сам подвиг был. Его совершил другой человек — сибиряк, старший сержант Николай Масалов.
Он не погиб и не был ранен, вернулся домой с 7 боевыми наградами и дожил до 2001 года. Именно Николая Масалова сейчас называют прототипом для бронзовой фигуры работы знаменитого скульптора Евгения Вучетича. Обратите внимание на меч в правой руке у бойца. В 1967 году в Волгограде был открыт другой монумент Вучетича «Родина, мать зовет». А в 1979-м в Магнитогорске появился памятник работы Льва Головницкого «Тыл фронту». Их условно объединяют в художественную трилогию. Меч, выкованный в Магнитогорске, был поднят в Сталинграде и опущен в Берлине. Несколько десятилетий фигура воина-освободителя была неофициальным символом группы советских войск в Германии. В 1994 году именно в Трептов-парке прошел прощальный парад последних частей уже российской армии, которые покидали ФРГ. Полвека в Германии находился советский военный контингент. Сейчас же в ней мирно живут и работают миллионы людей, говорящих на русском языке. Германия неизменно одной из первых открывает двери для тех, кто попал в беду. В последние годы здесь приняли особенно много граждан Беларуси, России и Украины. Страна, где пожилые еще помнят, как власти делили людей на высшие и низшие расы, со временем стала гостеприимным местом и новым домом для русских и евреев, для украинцев и белорусов, для многих выходцев из советских республик. Стала государством, где уважают человека, охраняют его права и где берегут те мемориалы, которые оставили после себя участники антигитлеровской коалиции. В 1945 году солдат союзных армий в Германии встречали как врагов и оккупантов, но сейчас их называют не захватчиками, а освободителями от нацизма и нацистских идей.